Приветствую фанатов Forever Winter. У меня для вас плохие новости. Разработчики пробили очередное дно. Они выпустили в конце августа обновление, и теперь геймплей сильно сместился в жесткое выживание, а силы игроков серьезно ограничили. С каждым патчем мне игра нравится все меньше, и скоро я перестану быть фанатом Вечной Зимы. Для вашего удобства видео разделено на тайм-коды, и в конце выпуска я вставлю геймплей разных героев, чтобы вы смогли увидеть и понять, как текущие изменения влияют на игровой процесс. В игру добавили два важнейших элемента, вокруг которых теперь строится весь геймплей. Вначале рассмотрим новый параметр выносливости. Да, вы не ослышались, теперь бесконечно бегать по карте, как раньше, не получится. Смотрите, мы теперь во время бега, прыжков и подтягивания на возвышенность будем тратить выносливость. Запасы выносливости крайне малы, ее хватает на метров 10. Очередная нелепая крайность от разработчиков. Добавили новый талант на выносливость, и даже если вы его прокачаете на максимум, это не сыграет особой роли, так как прибавка будет незначительная. Бегать загруженным рюкзаком вы все равно будете на сверхкороткие дистанции. Сейчас на примере вы увидите, как я пытался пробежать 44 метра с изученным 3 уровнем таланта на выносливость при легкой загруженности рюкзака. В рюкзаке у меня был стартовый набор патронов, аптечки плюс пару шприцов адреналина. Я пробежал 36 метров, даже не смог дотянуть до танка. У меня нет слов, какую же хуйню разрабы ввели в игру. Если выносливость полностью потратить в ноль, то у вас будет шататься камера, и обратная регенерация начнется с сильной задержкой по времени. Поэтому лучше до нуля ее не опускать. Еще они зачем-то сделали абсурдный момент. Когда мы спрыгиваем с возвышенности, то выносливость падает до нулевой отметки. При этом мы теряем приличный запас здоровья. Я делал некоторые тесты с разными типами рюкзаков. Сравнивал выносливость персонажа, когда он носит легкий и средний рюкзак. Стартовал я в обоих случаях с одинаковой загруженностью и с одинаковым прокачанным талантом 5 уровня на выносливость. С легким рюкзаком пробежал на несколько шагов дальше. Разница ни о чем. Но самое дрочево начинается, когда мы загружаем рюкзак различными трофеями. С определенной отметки загруженности у нас начинает тратиться выносливость в огромных количествах. И восстанавливается она гораздо дольше по времени. С этого момента, если у нас нет большого запаса адреналиновых шприцов, то мы вынуждены в основном передвигаться пешком. Такой геймплей стал невыносимо душный. Теперь я прохожу карты в 4 раза дольше по времени, а иногда и в 6 раз, а то и больше. Все зависит от количества сражений, в которых я участвую, и загруженности рюкзака. Смотрите, как герой Ворон с загруженным рюкзаком стал пробегать дистанцию в разы меньше, а реген выносливости сильно увеличился. Даже до ебаной платформы из укрытия не смог добежать. О чем тут вообще говорить? Просто ебанись. Когда вы прыгаете, то выносливость тоже отнимается. У меня был случай, когда я застрял в углу, и на меня напали киборги-собаки. Я не хотел тратить выносливость на прыжки, так как она мне понадобится на дальнейший спринт. Поэтому мне пришлось отстреливаться от них и впитать в себя урон. Просто бред, теперь даже лишний раз просто так нельзя подпрыгнуть. Приходится всякий раз переживать за запас выносливости и думать, а надо тебе преодолевать препятствия, ведь каждый процент выносливости теперь это твой самый дорогой ресурс для выживания. Когда подтягиваемся на возвышенность, выносливость тоже отнимается, и чем сильнее загружен рюкзак, тем больше ее вы потратите. Теперь наш геймплей строится только на контроле расхода выносливости. Не дай бог войти в точку соприкосновения с врагами, да еще в открытом пространстве с заведомо малым запасом выносливости. Это практически сразу смерть. Разработчики добавили адреналиновый стимулятор для поддержания выносливости. Но проблема в том, что у этого стимулятора есть анимация применения,
и время действия у него короткое. Его нужно юзать заранее, перед боем или существенным длинным забегом. Если его использовать во время боя, то вас скорее всего снесут из-за анимации применения. Для этого стимулятора не выделили отдельную ячейку. Его нужно перебирать в закладке медикаментов. Как можно было такое сделать? Ведь это очевидный, важный элемент, который нуждается в отдельной горячей клавише для применения. Еще есть важный момент в параметре выносливости. Когда вы используете оружие и прицеливаетесь, то выносливость восстанавливается очень медленно. Вы понимаете, что это значит? Теперь вы всегда будете в невыгодной ситуации, и вступать в бой придется только при крайней необходимости. В бою при стрельбе у вас не получится восстановить хоть какой-то запас выносливости, чтобы из боя попытаться выбежать до безопасного места. Таким образом, нас заведомо ограничивают в боевом потенциале. Я повторюсь, теперь весь игровой процесс сфокусирован на отнимании, восстановлении и временном удержании выносливости. Теперь я вас плавно подвел ко второму важному новому элементу. В игру добавили у специальных предметов анимацию лечения. Некоторые из них выглядят убого, нелепо, и время применения происходит дольше, чем у других предметов. Это ключевое изменение. Теперь во время боя нет смысла использовать аптечки, так как пока происходит анимация применения лекарств, вас могут убить. Некоторые медикаменты применяются долго, и самое дебильное в этом то, что мы не можем прерывать анимацию, если вдруг захотим стрелять во врагов. Получается, лечиться теперь нужно только в безопасном месте. Если мы находимся в бою, мы можем попробовать добежать до укрытия и там подлечиться. Но сделать это с новой механикой выносливости будет крайне трудно. Из-за анимации лечения пропала востребованность медикаментов, которые восстанавливают маленький и средний запас здоровья, особенно в бою. В бою крайне редко, в зависимости от обстановки, можно рискнуть и использовать большую аптечку, а остальной тип медикаментов точно нет. Вне боя на применение низких категорий аптечек будет уходить много времени, и мы будем стоять на месте. Все это сильно замедляет темп передвижения. У меня были случаи, когда я сражался с вражеским отрядом, и после того, как я его убил, я не успевал поднимать с них награду, так как я тратил много времени на анимации лечения с маленьких аптечек. Когда я более-менее восстанавливал здоровье, то к этому времени появлялся новый отряд. Я попадал в бесконечную петлю, расстрелял врагов, затем подлечился, возможно, успел обыскать одного убитого бойца и опять по новой, с вновь прибывшими врагами. Весь этот ужас усугубляется еще одним элементом, который был введен в предыдущих обновлениях. В последнем обзоре я говорил, что киборгам увеличили запас здоровья. Так вот, кроме киборгов, абсолютно всем врагам увеличили запас здоровья. Теперь ТТК стал чересчур затянутым и утомительным. Даже если вы будете 100% каждой пулей попадать врагам в голову, то они все равно с высокой вероятностью будут стоять на ногах. Теперь геймплей с добавлением выносливости и анимации лечения плюс усиленное количество здоровья всех врагов сместился в жесткое выживание, где нашу боевую мощь специально сильно ограничили. И теперь мы реально вынуждены передвигаться по краю карты, где нет врагов, а если мы загружены, то идем почти всегда пешком. Также придется прятаться в различных углах и вступать в бой с заранее использованным адреналином и максимальным запасом здоровья. Такой геймплей мне точно не по душе. Надеюсь, теперь вы поняли, какие масштабные изменения произошли. Мне теперь ясно, какой путь разработчики выбрали для своей игры. К сожалению или к счастью, я не поддерживаю их решение. Как я говорил в предыдущих обзорах, для меня игра была хорошо сбалансирована до мартовского обновления 2025 года.
Именно тогда игрок сам мог выбирать, какой геймплей ему нравится больше. Была возможность быть жестким Рэмбо, который мог бегать бесконечно по карте и выносить практически всех врагов до последнего патрона. Также игрок мог скрытно, не вступая в бой, передвигаться по карте и аккуратно собирать трофеи, как на поле боя, так и в укрытиях. А еще можно было спидранить без боевых столкновений, при этом выполнять свои поставленные задачи. Самое главное, в игре была вариативность, и игрок сам определял свой игровой стиль. Но теперь нас загнали в рамки, где существует только один путь. Данный путь скучный и максимально душный на любителя. Теперь игра стала больше соответствовать своему описанию. Но нужно ли к этой изначальной концепции стремиться? Вопрос интересный. Скорее всего, данный вектор определит аудитория. По моим наблюдениям, среди англоязычных игроков много тех, кто хочет видеть игру в формате жесткого выживания, где игрок максимально слабый и его удел прятаться от врагов по углам, и если повезет, что-то успеть из трофеев подобрать. Я лично изначально полюбил эту игру за атмосферу и за приятный, легко сбалансированный шутер от третьего лица, в котором был быстрый ТТК противников, приятная стрельба из оружия с минимальной отдачей, при которой можно было убивать сразу много врагов с офигенным быстрым темпом передвижения за некоторых героев по карте, без ограничений по выносливости. Я хотел бы видеть этот проект в первую очередь в формате динамичного, хорошо сбалансированного шутера с возможностью быстро передвигаться по карте. Поэтому я в очередной раз обращаюсь к разработчикам. Хватит заниматься хуйней! Вместо абсурдных нововведений займитесь лучше улучшением ИИ. Проработайте врагам ведение тактики боя против игроков, чтобы они занимали выгодную позицию, старались нас окружать со всех сторон, пытались успешно стрелять нам в голову для нанесения максимального урона, чтобы они умели прятаться в укрытиях и оттуда вести огонь по нам, а также в этом месте могли восстановить свое здоровье. Также хорошо, чтобы враги могли бы прибегать друг к другу на помощь быстрее, если их отряды с одной фракции находятся неподалеку. Введите новые усиленные отряды для усложнения геймплея. Можно взять систему, как в GTA. Если игрок жесткий доминатор, который выносит всех врагов подряд, то при определенном количестве побежденных бойцов можно вводить на карту новых усиленных юнитов, которые будут представлять большую угрозу для игрока, и ему придется задействовать сильнее свое мастерство для устранения новой опасности. Основательно займитесь, наконец, оружием и его улучшением. Пересмотрите ветку талантов у героев. Добавьте новые таланты, реально полезные. И дайте возможность менять хотя бы один талант у героя на свое усмотрение. Например, можно сделать талант на скорость распознавания предметов с убитых врагов или с ящиков, которые мы исследуем, а затем подбираем. Реально полезный талант, так как мы тратим много времени на этот процесс. Под конец своего выступления зачитаю интересный комментарий от своего подписчика LuxDes. Когда я узнал об игре, в видео говорили, что игра про невыносимые условия, где гэнгбэнг и суперсолдат ожидает тебя за каждым поворотом, при этом ты играешь за выживальщика, который прячется по углам и собирает что покушать. В описании игры написано примерно это же. Естественно, я купил игру из-за этого. Согласен, что после свободного переворачивания всей карты непривычно получать тотальные усложнения. Я бы поставил вопрос по-другому. Нужно ли вполне неплохой в перспективе экшон-стрелялки превращаться в хардкорный выживач, если для него нет ни условий, ни стиля, ни механик? Я бы серьезно пересмотрел как раз описание игры, чтоб не вводить в заблуждение потребителя, и сконцентрировался на уже имеющейся аркадной экшон-составляющей. Можно изменить лор и преподнести наших персонажей как лучший вариант выживших людей, которые борются с убийцами, наштампованными для войны. Так и обосновать, почему ты сильнее.
Если зайти с обратной стороны, в игре нарисованы все карты, и 100% из них не приспособлены даже на полустелс прохождения. Масштабирование не позволяет использовать элементы ландшафта для хоть какого-то процесса выживания, а размер карт не позволяет, как в Таркове, выбрать только одно из доступной кучи мест для сбора трофеев, так как карты линейные и для полного инвентаря их нужно фармить, даже если в долгосрочной перспективе они исправят экономику. Добавь к этому кооперативный режим и привязку к не совсем лорно обоснованному убежищу, которое только твое, а не хаб для всех игроков. Складывается ощущение, что проект мертворожденный, с какой бы стороны ни посмотрел, они замахнулись очень на многое. При этом маленькая группа из 30 человек, без опыта и денег, выдает нам экспедицию 33, бюджет которой чуть больше пары ящиков певчанского и рвущих топы продаж. Я не пессимист, но все выглядит как попытка просто оставить проект в продажах Steam. Особенно эти абсолютно подсосные новые скины. С его высказыванием я полностью согласен. На этом у меня все. Выпуск и так получился долгим. Если вы его досмотрели до конца, я вас благодарю за уделенное время. Дорогу осилит идущий. Всех вам благ. До свидания. It's always the same up here. Bad luck today.
luck today. We brought all this. Christmas. We brought all this gun for you. Christmas. All packed up. Crush 'em to dust.
go. Keep cool and carry on. Enemy contact. Not sure where. Ooh, shit, exciting! That will save the day, that's for sure. Don't let them break up. We're on the clock, people. Kill them quick. Keep cool. Carry on.
Shred 'em fast. So we can move on. Watch those firing arcs. Keep it focused. We're on the clock, people. Kill them quick. Taking hits. Gotta move. Shred them fast so we can move on.
never enough hours in the day. The surface provides options. Do not allow yourself to be surrounded. This won't be the end of us. Do not allow yourself to be surrounded.